Привет всем любителям темы аутизма и интересующимся расстройством аутистического спектра. Сегодня я поговорю о том, какие вопросы встали на этой неделе. Первый вопрос. Обратилась семья, ребеночку 9 лет, 9,5 лет уже. У ребенка сильная задержка в умственном развитии. Проблемы в школе, проблемы с поведением, проблемы с туалетом. Проблем много. Много стереотипных движений, причем они такие выраженные стереотипы. Ребенок бегает, машет руками, не успокаивается. А в чем парадокс этой ситуации? Семья знает про диагноз с 3 лет. Когда я спросила, какие меры были приняты для реабилитации ребенка, мама сказала, что мы ничем не занимались. И здесь встает вопрос, почему семья не занимается реабилитацией ребенка, когда она знает про диагноз. Сейчас уйду в сторону. Бывают разные ситуации. Бывает, что семья не знает про диагноз. Ко мне обращаются люди с ребенком 9 лет, 12 лет, 16 лет, 17 лет и так далее. И они не знают, что у него расстройство аутистического спектра. Соответственно, они ничем не занимались. Это понятная ситуация, хотя тоже там возникает много вопросов, да, почему, наблюдая признаки, не встает вопрос о том, что с ребенком что-то не так, может быть, его стоит показать специалисту. Но это другой вопрос. Сейчас мы рассматриваем ситуацию, когда семья знает о диагнозе, и никакой терапии не происходит. И мама мне отвечает: мы не обращались к специалистам, потому что нам посоветовали начать поведенческую терапию, а муж сказал, что поведенческая терапия – это дрессировка, и мы туда сына никогда не отдадим. Здесь у меня наступает большое расстройство, я бы сказала, разочарование, может быть. Разочарование в том, что очень мало информации у людей, что такое терапия и почему необходимо ей заниматься с аутичными детьми. И сейчас в этом скромном видео, на скромном канале, я попробую популяризовать эту идею. Почему это важно? Почему поведенческая терапия важна? Потому что она позволяет закрыть очень много дефектов. Она позволяет нарастить очень много навыков. Она позволяет улучшить качество жизни всей семьи. Не только аутичного ребенка, но качество жизни всей семьи. Я на этой теме буду много тяжело вздыхать, потому что меня это действительно фрустрирует, расстраивает. Я в некотором замешательстве нахожусь. Извините, я прервалась на разговор с учителем английского. Сейчас постараюсь вернуться. Да, почему поведенческая терапия, почему ее называют дрессировкой? Потому что действительно в поведенческой терапии используется поощрение. В дрессировке используется поощрение, и в поведенческой терапии используется поощрение. Ребенок делает правильную реакцию, мы ему предоставляем тот стимул, который для него значим и приятен. Действительно, сходство есть. В чем различие? В том, что дрессировку мы используем для тренинга животных, чтобы обучить их самым нелепым навыкам. Они не функциональны, они никак не улучшают качество жизни животного. Например, мы учим морского котика крутить мячик на носу. Или мы учим лошадей красиво скакать на 3 ногах. Или еще что-нибудь такое необычное. А в случае поведенческой терапии мы ее используем, чтобы научить ребенка жизненно важным вещам. Например, мы учим разговаривать, или мы учим ходить в туалет на унитаз. Не в цветочный горшок и не в цветочную вазу, она как раз у меня стоит здесь, а на унитаз, как все обычные люди. Для семьи это, поверьте, очень важно. Если ваш ребенок ходит за занавеску на кухне, в туалет по маленькому и по большому,
Это одна история. Вам несколько раз в день приходится это убирать. И вся семья испытывает очень сильный дискомфорт. Это никому не понравится. Если ваш ребенок научился ходить, как все, на унитаз, это огромная победа для всей семьи. Потому что с такими проблемами обращаются и в 6 лет, и в 9 лет, и в более взрослом возрасте. Понимаете? Вы можете представить себе масштаб катастрофы и понять, какая радость, какое облегчение у всей семьи, когда ребенок, наконец, сам идет в туалет на унитаз. Какое это освобождение. Или ребенок, который закатывает истерики, потому что никто из окружающих не может понять, что он хочет, потому что он совсем не разговаривает, совсем не имитирует звуки. И это также может быть в разном возрасте. И вдруг он начинает, например, при помощи карточек говорить вам, что он хочет. Мама, я хочу желтую шоколадку. Мама, я хочу пожарную машинку. Насколько это меняет качество жизни? У вас больше нет истерик. Ребенок больше не бьет вас кулаками, не кусает. Он с вами разговаривает. И это самая эффективная методика на данный день. Я считаю очень неразумно ей не пользоваться. Даже при всем ее сходстве с дрессировкой. Это действительно эффективно. И это то, что необходимо делать, когда у вашего ребенка стоит расстройство аутистического спектра, и вы видите, что другие методы не работают. Вы полгода его стараетесь научить говорить, он не учится. Когда приходит ребенок 6 лет, не говорящий и истерящий, встает большой вопрос, ну где же были родители до 6 лет? Ведь эта проблема, она была всю жизнь. Она была и в 2 года, и в 3 года, и в 4 года, и в 5 лет. И хорошо, если в 6 лет они пришли. Вот такая история. Теперь я плавно перейду к следующему вопросу. Он касается консультации взрослых людей. Часто поднимается такой вопрос. Стоит ли мне говорить моим важным людям вокруг меня, например, работодателю, коллегам, с которыми я часто контактирую, маме, папе, родственникам, моему молодому человеку и всем соседям, с которыми я сталкиваюсь часто, и у которых есть ко мне претензии, например. Стоит ли им говорить о моем диагнозе, о том, что у меня расстройство аутистического спектра? Здесь у меня такой взгляд не очень однозначный на этот вопрос. Все очень сильно зависит от того, какие люди вас окружают. Насколько вы можете предсказать их реакцию. Потому что люди могут отреагировать положительно, они могут начать вас больше поддерживать, они могут больше идти вам навстречу, где-то быть лояльной в работе, давать вам больше отпуск, больше выходных дней, разрешать позже приходить на работу, раньше уходить, может быть, если вы перегрузились. То есть входить в ваше положение и быть менее требовательными к вам. С другой стороны, люди могут отреагировать противоположным образом и начать вас булить, травить, начать вас притеснять, начинать использовать ваши дефекты против вас, натравливать окружающих против вас, пользуясь тем, что у вас диагноз. Поэтому здесь очень важно посмотреть на тех людей, которые вас окружают, и попробовать проанализировать контекст и спрогнозировать возможное поведение этих людей, насколько это необходимая акция с вашей стороны. Я понимаю, что у вас могут быть сложности с анализом поведения других людей. Тогда попросите вам помочь того человека, которому вы точно доверяете, вот на 100%. Вашему лучшему другу, может быть, вашему мужу, вашей жене, вашему психологу, другому значимому человеку, в способностях которого вы уверены. Вы его можете попросить помочь
рассмотреть эту ситуацию с разных сторон и спросить с его точки зрения, насколько это адекватно рассказать данному человеку о вашем диагнозе. У вас есть всегда другой способ сообщить о своих особенностях. Это перечислить сами особенности. Я сегодня заикаюсь, не очень понимаю, почему, но вот так вот. Например, сказать: ты знаешь, я плохо считываю контекст. Мне сложно понять некоторые социальные ситуации, что ты имеешь в виду, когда ты не прямо говоришь, а на что-то пытаешься намекнуть. Пожалуйста, если ты можешь, говори мне прямо. Например, не уже поздно, а мне кажется, тебе пора уходить, я собираюсь ложиться спать. То есть попросить говорить человека прямо то, что он имеет в виду, без метафор, без намеков. Или сказать о том, что вы очень быстро утомляетесь, когда людей вокруг вас много. У вас очень чувствительные уши, у вас очень чувствительные глаза. И еще чего-нибудь. Если оно есть чувствительное, то тоже можете перечислить. И что вы будете находиться с этим человеком не более 15-20 минут. Потом вы устаете, и вы уходите к себе в комнату. То есть можно перечислить какие-то просто особенности ваши поведенческие и не говорить про сам диагноз. Это с какой-то точки зрения более безопасно, но все равно, конечно, есть риск, что человек отреагирует не поддерживающим образом, а отвергающим образом. То есть он может сказать: ну и что? Есть и есть у тебя такие особенности, а ты все равно сиди со мной вот, и никуда не уходи. Тоже может быть такая реакция. Но это все-таки менее рискованно, чем заявить о своем диагнозе. Поэтому я бы вам предложила обсудить ситуацию с разных сторон, посмотреть, что это за человек, как он обычно реагирует, с тем человеком, которому вы доверяете, если вы аутичный человек. Вспомнила. Что еще? Вопрос такой. Вот я занимаюсь с ребенком и со специалистом. Например, 3 раза в неделю. Вот мы занимаемся, так плотненько занимаемся. И тут семья решила уехать в отпуск. Обязательно ли это приведет к регрессу? К регрессу в целом, вот большинства навыков. То есть утратит ли ребенок наработанное за время отпуска? Мы говорим об отпуске от 2 недель до месяца. Здесь очень сильно зависит от ребенка и от того, как давно вы набираете навыки. Если вы эту программу отрабатываете, например, год, и навыки уже существенно закреплены, вы их наработали, они закрепились, то риск их утраты достаточно маленький. Например, ребенок говорил фразой: «Оля, дай мне, пожалуйста», без «пожалуйста», «Оля, дай мне 2 орешка», «Оля, дай мне огромный огурец», например. Вы расстаетесь на месяц, ребенок приезжает и говорит: огурец, или дай огурец. Такое может быть. Или вы учились различать картинки. Вот наработали 50 карточек. Ребенок уехал, вернулся, различает 20, остальные забыл. Может быть. Риск меньше, если вы достаточное время уделили закреплению этих навыков. И у ребенка есть способность сохранять эти навыки. Есть дети, которые очень быстро утрачивают наработанное, есть дети, которые дольше это могут сохранять. Это особенности функционирования мозга. Выяснить это можно только опытным путем. То есть вы прерываетесь, например, на 5 дней, смотрите, утратил, не утратил. Прерываетесь на неделю, смотрите, утратил, не утратил. Это первое. Может быть утрата навыков. Да, может быть. Может ли быть прогресс? Сейчас посмотрим с оптимистической точки зрения. Может быть. Может быть. Сейчас с мальчиком мы расстались на месяц, он у меня в работе. Я занимаюсь с ним 2 раза в неделю. И еще один специалист, терапевт, занимается с ним 1 раз в неделю. Или 2, тоже 2 раза в неделю, но она там плюс логопедическое делает.
через месяц отпуска часть навыков утратилась из того, что мы нарабатывали. Он забыл часть карточек, он забыл часть сценариев, которые мы нарабатывали. Но у него очень сильно двинулась речь. У него очень сильно двинулась игра. У него есть брат, и сейчас они потрясающе играют. Он приехал, у него появились то, над чем мы очень долго работали. Вводные слова, где, что спрашивать. У него после отпуска это пошло. То есть по-разному, все очень индивидуально. Отпуск может сработать и в положительную сторону также. Поэтому сильно не пугайтесь, просто будьте готовы, что какие-то навыки могут уйти. И на основании этого опыта вы уже сделаете выводы, стоит ли повторять такой эксперимент в скором будущем. Или стоит все-таки подождать, например, хотя бы 8 месяцев, годик, а потом уже планировать отпуск. Потому что, например, у вашего ребенка навыки уходят, 70% наработанного уходит, да? Тогда я бы советовала воздержаться, пока еще навыки не закрепляются. И получается, что та работа, которую вы проделали, она, не обнуляется, но существенно утрачивается. И это всегда очень обидно. Поэтому вот так. Пробуйте, смотрите. В целом, конечно, заниматься непрерывно лучше, чем заниматься прерывно. Но в то же время семья – это живой организм. Мама, папа – живые люди. Там зачастую есть братья, сестры, дедушки, бабушки, которые давно не видели внуков и очень скучают. И поэтому, если у семьи есть потребность куда-то уехать и все вместе отдохнуть, и все вместе порадоваться, насытиться солнышком и приятными впечатлениями, то это действительно очень важно. И здесь хорошо взвешивать вот эти риски. Может быть, для начала сделать недельный перерыв, посмотреть, как ребенок его переносит. Потом уже можно сделать, если все окей, нет серьезной утраты навыков, тогда можно попробовать в следующий раз отдохнуть 2 недели. Сегодня, наверное, все. Говорю я достаточно долго. Вот. Всего вам доброго. Увидимся в следующих видео. До свидания.